Здорово, народ, меня зовут Искал, добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами поиграем за Польшу в игре Hearts of Iron 4 и захватим практически весь мир, используя коняшек. Конные дивизии на самом-то деле являются имбой, особенно при игре за Польшу, потому что у Польши давние традиции на конные дивизии, можно так сказать. В этом ролике вас ожидает: мы приведем казаков ко власти в Польше, причем русского казака. Создадим собственную уникальную армию, которая будет состоять только из конных дивизий. Сразимся против мировых сверхдержав на Востоке и на Западе. Желаю тебе приятного просмотра, пока я буду строить великую казацкую Польшу. С тебя обязательно лайк и подписка на канал, если еще не подписан. Пиши комментарий, как тебе данный видеоролик после того, как его посмотришь. Мне важно твое мнение. В 1936 году мы решаем, что все пора изменить, все херня, надо начинать по новой. У нас будет новый политический вектор развития, а следом за политикой мы будем изменять всю нашу страну досконально. Дабы воплотить нашу задумку в реальность, нам придется привести в Польше короля казака. Для этого нам придется идти сугубо по национальным фокусам на монархию и искать надежного себе короля, отвергая всяких Габсбургов, румынских королей и прочее. У нас одна стоит цель перед нами, и мы ее должны выполнить любой ценой. Пока мы ищем подходящего короля, не забываем заботиться о нашей стране, развиваем экономику и промышленность. В первоочередном плане, конечно же, промышленность у нас идет. По промышленности оптимизируем производство на пехотное вооружение. В будущем мы будем использовать только конные дивизии, а для конных дивизий нам пригодится дополнительное оснащение, огромное количество пехотного вооружения и поддержка с воздуха, поэтому про самолеты тоже не забываем. Попутно застраиваем в наших самых высоких регионах инфраструктуру и гражданскую промышленность. Для начала гражданская промышленность, чуть позже будем уже строить военные заводы, чтобы поддерживать в будущем растущее наше конное войско. По исследованиям, я думаю, не скажу ничего удивительного, если там опять же станочки, электроника, пехотное вооружение. Нам нужно всегда быть впереди планеты всей по пехотному вооружению, иметь самые новейшие технологии, чтобы без проблем справляться с нашими врагами, которых в будущем будет очень и очень много. Не забываем про эту фичу. А пока мы ищем подходящего короля к нам на службу и занимаемся внутренними делами пока что маленькой Польши, хочу вам порекомендовать такой сервис, как Купикод. Скоро выходит новое дополнение для Хойки 4. Все мы знаем, какие сейчас проблемы с оплатой в Steam, поэтому купить новое дополнение и будущие игры от Paradox Interactive можно на замечательном сайте, которым я сам пользуюсь. Купикод. Позвольте мне показать, насколько это просто покупать игры через Купикод. Мы выбираем свой регион, оставляем ссылку на свой профиль и, конечно же, вводим мой эксклюзивный промокод, который вы видите на экране для дополнительной скидки. Промокод дает 10% скидки, и его применение ограничено, успей воспользоваться этим предложением. Дальше просто нажимаете «Оплатить», и вот она, ваша игра, в несколько простых шагов, легко, быстро и безопасно. И это только начало. Помимо простоты, Купикод предлагает самые низкие цены на рынке для покупки игр гифтом. На сайте есть именно раздел, недоступный в Российской Федерации. В этом разделе вы сможете найти любую игру, которую только пожелаете, и приобрести ее для своего аккаунта. Вы думаете, что это все? Нет-нет, Купикод не требует от вас никаких паролей или других личных данных, просто ссылка на аккаунт, и безопасность вашего аккаунта остается под надежной защитой. Моментальная доставка. А если вы хотите еще больше бонусов, на Купикод вы можете авторизоваться через ВКонтакте или Телеграм и получить бонусные рубли для своих покупок. Пост ВКонтакте после покупки также приносит дополнительные 25 рублей. Кроме того, для зарегистрированных пользователей действует постоянный кэшбэк на каждую покупку. Этим, друзья мои, надо пользоваться. В общем, ссылка на этот замечательный сервис в описании и в закрепленном комментарии. Забегайте на Купикод, закупайте игры, пароходов и дополнения от них же по скидкам. И не забывайте вводить мой промокод для дополнительной скидки. Открою вам маленький секрет, ребят. Покупать игры через мой промокод даже выгоднее, чем пополнять баланс Steam через Kiwi кошелек. Поэтому пользуйся, пока есть возможность. А мы возвращаемся к нашей истории. Проходят дни, летят недели, проходят месяца и года, и наконец-таки мы нашли нашего нужного нам короля. Отвергли мы всяких австрийских, румынских королей. Нафиг они нам нужны, когда у нас будет король-казак. Знакомьтесь, Павел Авалов, король-казак. Одна из главнейших особенностей нашего нового правителя то, что у него есть просто офигенный трейд на атаку конных дивизий. Посмотрите на эти прекраснейшие бонусы на будущую нашу кавалерию. После того, как новый правитель пришел ко власти в нашей стране, начнем заниматься усиленно уже армией. Мы подготовили первые наши конные дивизии, но это лишь только
только начало, мы будем их усовершенствовать, добавлять новые роты, поддержку артиллерии, например, и будем уже строить дальнейшие планы по завоеванию Прибалтики. Да, по национальным фокусам у нашего нового правителя глаз намечен на Прибалтику. Заодно испробуем там наших коняшек и посмотрим, что из себя представляет наша новая испеченная армия. Подготовившись к войне с Прибалтикой, я уже начинаю нападать на первую страну из нашего списка, это Литва. Конные дивизии, которые я создал и подготовил специально для этой войны, показывают себя с лучшей стороны. Приятно видеть, что наша страна двигается в правильном направлении. Сложной войной эту войну, конечно же, не называть. Наш казак убедил эту страну сдаться мирно. Все прекрасно все понимали, что Литва просто-напросто не сможет выстоять против наших конных дивизий, которых мы за 2 года поднакопили уже достаточное количество. Так эти дивизии у нас еще и прокачанные, с дополнительными ротами артиллерии в поддержке. Дальше, по национальным фокусам мы должны с вами вторгнуться на территорию Латвии и Эстонии. Мне уже приятно, что мои конные бригады смогли запугать Литву, что она отдала нам всю свою территорию. Теперь я хочу проверить свои вооруженные силы, которые я реформировал с самого начала нашей партии, и проверить, насколько себя они хорошо покажут в настоящем бою. Мирно захватить прибалтийские страны у нас не получится, а оно нам и не надо. И я хочу проверить свои конные бригады и дивизии в настоящем бою. Начав войну с Латвией, я понял, что эту страну мы без проблем с вами захватим. На бедные латвийские дивизии двинулся просто рой конной пехоты польской. Можно их называть даже казаками. Все это вылилось просто в разгром латвийской армии. Мы делали котел за котлом, уничтожали латвийскую армию, уничтожали эти котлы. Столько латвийских солдат полегло, что и не сказать. В конце концов мы проехались по городам и деревням Латвии, как у себя дома, захватывая без особых проблем город за городом, деревню за деревней. Латвии ничего не оставалось, как капитулировать и признать всецело поражение. На мирной конференции мы не только получили от Латвии новые территории, а также весь ее флот. Пригодится. И последняя наша война была против самой северной прибалтийской страны – Эстония. Эстонские бригады и дивизии были очень и очень слабыми. Мне даже было стыдно за них, если честно. Не смог бот построить настоящую Эстонию. А вот я смог. Смотрите мой прошлый ролик по Хойке, где я создал самую сильную страну Хой 4, и этой страной была Эстония. Вот там-то она и показала настоящий мастер-класс. Война с Эстонией у нас вышла довольно-таки необычная. Объясню, почему необычная. Потому что Эстонию гарантит независимость Чехия. Да-да, именно Чехия, не Чехословакия. Благодаря дипломатическим играм, которые мы проводили по нашим национальным фокусам, мы смогли ослабить Третий Рейх и забрать себе Словакию. Обожаю нашего казака, он самый лучший. И для меня было большим подарком, когда я увидел гарант Чехии на Эстонии. Ну посудите сами, друзья мои. Мы сейчас можем убить 2 зайцев одним выстрелом. Чехию мы сможем легко захватить, не привлекая союзников к этой войне. А так как мы захватим Чехию, мы ослабим, во-первых, Третий Рейх еще дополнительнее. Он не сможет получить всю промышленность Чехии и Словакии. Словакия уже наша, Чехия будет нашей. Кроме того, дополнительные территории нам уж точно не помешают. Вот как раз таки с Чехией я и проверю свои вооруженные силы, потому что Чехия намного сильнее всех прибалтийских стран вместе взятых. Эстонию я даже не заметил, захватил ее очень и очень быстро. Наши вооруженные силы столкнулись с первыми проблемами в войне против Чехии. Чехия, конечно, обладает уникальной местностью. Горы, холмы, где трудно пробиваться нашим коняхам, но все равно, используя наших генералов, используя грамотную логистику и, конечно же, атаку, вынужденную и невынужденную, мы смогли прорвать первую линию обороны чешских подразделений. Опять же, затоптали пехоту, танки и продвинулись вглубь Чехии. В скором времени Чехия капитулировала, и мы сделали из этой страны нашу марионетку. Я решил остановить свой выбор на марионетке, но с полным контролем промышленности и ресурсов этой страны. После успешной такой кампании, где мы обзавелись не только Прибалтикой, а также практически всей Чехословакией, я решил немножко прилечь на дно, поднакопить свои силы, а в частности больше винтовок, потому что я представляю, что нас ждет в будущем: нападение Советского Союза и Третьего Рейха. Этого никак не избежать. Кроме того, мне нужно подготовить новые бригады и дивизии, чтобы я имел полный карт-бланш, и чтобы мне не пришлось сдавать половину моей страны для того, чтобы просто удержать фронт против какой-то из великих держав. Это очень и очень важно, поэтому новые дивизии, больше снаряжения — это сейчас наш главный фактор, на котором я сконцентрируюсь. Я уже строю потихонечку планы, как я буду обороняться и в будущем захватывать Третий Рейх, используя опять же только коняшек, наших с вами коняшек. Я не буду отсиживаться в обороне до потери пульса, как обычно это люблю делать. Я попробую пойти совсем по другому пути. Попробую нанести удар по Третьему Рейху сразу на всех фронтах, как только он начнет с нами войну. Я попробую сыграть на факторе неожиданностей и попробую хотя бы немножко ослабить немецкую армию. Прикиньте, какой-то удар будет по самолюбию Гитлера и его компании. Если мы сможем сделать с вами хотя бы несколько котлов, где уничтожим вражеские дивизии, это будет очень супер. А дальше уже можно перейти к затяжной обороне, попутно думая, что можно делать с Советским Союзом. В будущем, скорее всего, мне придется перевести часть своей армии на границу с Советским Союзом, но не об этом сейчас речь. Еще до войны с Советским Союзом очень далеко. Я также перестрахуюсь. Я заключил
пакт о ненападении с Румынией и с Венгрией, поэтому я смогу разгрузить свои и так немногочисленные войска. Можно не бояться в ближайшее время, что будет удар с юга. Это тоже очень важно, друзья мои. Все-таки дипломатия в этой игре может решать. Согласитесь. Война наша с Третьим Рейхом началась после того, как сама Германия объявила нам войну. Как я понял, Германия была не готова к этой войне. По национальным фокусам, либо как-то еще, она объявила мне войну даже без мобилизации своих войск. И вот что из этого вышло. Я пошел в атаку по всем направлениям, и везде я вижу зеленые кружочки, значит у меня получается. Наш план поняшка удался на славу. Уже в будущем мы делаем первые с вами окружение немецких подразделений, и все это в начале войны за Данциг. После первых таких локальных успехов в этой войне, я принял решение остановить наше продвижение и сосредоточиться на обороне. Мы нанесли несерьезный, но довольно ощутимый урон немецкой армии. Теперь наша главная задача стоять в обороне и не пропускать вражеские дивизии на нашу территорию. Саму Чехию мы еще можем сдать, но Словакию и наши национальные территории в Польше ни в коем случае сдавать нельзя, потому что это наши территории. Наш король-казак не допустит, чтобы эти территории сдались без боя, поэтому наша конница будет отверженно стоять в обороне. Кстати, по коннице. С развитием нашей страны, улучшением нашей армии, я пришел к тому, что наша конница несколько раз лучше обычных пехотных дивизий той же ширины фронта. У нас выше защита, выше прорыв, выше атака, высшая организация, а кроме того, высокая скорость. То есть то, что мы приняли решение пойти именно по этому пути и играть за коняшек, оправдал себя полностью. После достаточно долгих сражений с Третьим Рейхом на нас наконец-таки напал Советский Союз. Я был готов к такому развитию событий, мною была создана линия Зигфрида. Мы стали с вами по рекам, и вместо того, чтобы оборонять широкий наш фронт против Советского Союза, будем оборонять узкий фронт, где мы будем иметь преимущество. Дивизии и бригады Советского Союза будут упарываться на наши позиции, терять драгоценных людей, оснащения и в целом нести тяжелые санитарные и технические потери. Мы будем стоять в обороне и иногда делать вылазки нашими конными ДРГ, стараясь окружить противника и нанести ему дополнительный урон. Таким образом, получается, что мы воюем теперь на два фронта. Западный фронт – это Великий Третий Рейх, который в бешенстве и ярости от того, что сделала Польша за свою историю. С восточной стороны Советский Союз, разъяренный, который надеялся забрать Восточную Польшу по договору с Гитлером, но что-то пошло не так, и он решил сам вступить в войну против нас. Обе страны мечтают нас уничтожить. Против обеих стран нам придется с вами воевать на истощение. Наша конница и война на истощение – это верный выбор данной ситуации. Пока наша конница будет держать оборону и сопротивляться натискам вражеских подразделений на нашей позиции, мы будем с вами производить как можно больше вооружения. Будем мобилизовать наше общество, повышать законы о призыве, приглашать к себе на службу новых офицеров и солдат, создавать новые конные подразделения и бригады. И не забывать при этом улучшать промышленность нашей страны, строить новые военные заводы в большом, повторюсь, в большом количестве. Началась новая фаза нашей войны – выживание. Теперь все решит то, кто быстрее обгонит своего соперника. Мы будем выжидать и ждать удобного случая. В конце ноября 1939 года я предпринял попытку атаки советских позиций нашими конными подразделениями. Битвы происходили под Брестом. Я планировал окружить группировку войск Советского Союза, уничтожить дивизии Советского Союза и ослабить в целом армию. За все те месяцы, которые мы стояли с вами в обороне, противник понес значительные потери, как в людском эквиваленте, так и в техническом. Теперь, что на Западном фронте, на Восточном фронте, я буду пользоваться тактикой котлов. Буду потихонечку методично, самое главное, переходить из обороны в легкую пассивную атаку. Делать маленькие прорывы руками. Отправлять свои дивизии туда, где они пробьются и смогут сделать небольшое окружение. Уничтожать вражеские дивизии в окружениях. Сейчас вы видите огромную нарезку окружений, которые я успел сделать. Котел за другим, а потом еще за другим. Все это в целом обеспечивает нам в будущем победу над нашими врагами. Уничтожение армии противника – это для нас сейчас самый главный приоритет. Хоть у нас и есть тактические успехи, война все еще не окончена. Противник силен и продолжает очень сильно кусаться и бодаться. Поэтому главные события впереди. Под Новый год 1939 года я заметил, что наш противник в лице Советского Союза сделал успешную высадку в районе Данцига. На самом-то деле я даже удивился. Я обычно всегда прикрываю порты, чтобы этого не происходило. Я просто не думал, что Советский Союз может настолько далеко заплыть, чтобы сделать высадку. Да и тем более я думал, там прикрывает наши порты Великобритания. Походу мы с вами ошиблись, зря положились на союзников. Пришлось не перестроить наши военные планы, срочно развернуть новобранцев, которые проходили подготовку, и отправить новоиспеченные бригады в бой против советских захватчиков. В скором времени новобранцы смогли сделать даже первое окружение вражеских позиций. В целом, наша армия проявляет себя хорошо, не устану это повторять. Наши дивизии вгрызаются в линию обороны противника, прорываются и делают котлы. Я очень рад, что играю за коньяк, потому что коняхи оказались лучше
пехоты на самом-то деле. Но, ребят, учтите, что это только при условии того, что вы играете за страну, которая имеет хорошие бонусы на наших коней. Как, например, такая вот Польша. В скором времени порты возле Данцига были освобождены, битвы эти были выиграны. Советский Союз потерял не 1 тысяч бойцов в этой заведомо провальной высадке. Бригады, которые только недавно получили крещение в бою, уже отправились сразу же, без отдыха, на новые фронты. В начале февраля нового года я заметил, что Третий Рейх окончательно ослаб после постоянных, упорных атак на наши с вами укрепленные позиции с конями. Мною был разработан новый план по захвату, именно захвату всей Германии, фашистской Германии. План заключался в стремительном прорыве первой линии обороны противника по всему фронту, вгрызание в позиции противника, создание многочисленных котлов и уничтожение бригад противника, которые в эти котлы попадут. Попутно мы должны были захватывать сами города немцев без особого боя. После всех этих долгих сражений, которые Третий Рейх провел против нас, народ, а самое главное верховные политики Германии задумали, что не все так гладко идет у Гитлера, как ему бы хотелось. Поэтому особого сопротивления, я надеюсь, мы не встретим при захвате и оккупации вражеских территорий. Наш план начал сбываться. Ослабленные немецкие подразделения не в силах сдерживать натиск наших конных бригад. Все-таки наш король-казак построил мощную и сильную конную армию, лучшую в мире, уникальную. Войну на истощение против Германии мы уж точно, ребят, с вами выиграли. Как вы видите, мои подразделения без проблем захватывают город за городом, уничтожают дивизию за дивизией противника. Лимит капитуляции у Третьего Рейха понижается все сильнее и сильнее, пока в определенный день не пал Берлин. После падения Берлина осталось дожать крупные города Третьего Рейха. В один из этих городов сбежал, кстати, Гитлер. После захвата практически всей Германии, Германия наконец-таки капитулировала. Дальнейшая наша война перенесется на территорию более ослабленной, чем Третий Рейх, Италии. В ходе нашей мимолетной, не побоюсь этого слова, войны с Италией, Италия вынуждена была капитулировать, а следом за ней капитулировал весь альянс оси. Ось пала под натиском конных бригад. На мирной конференции в лидирующих ролях, конечно же, была наша Польша. Польша получила в свое распоряжение многочисленное количество территорий с богатой промышленностью и богатым количеством ресурсов. Мы укрепили свою власть. И с этих пор мы стали с вами одной из самых сильных стран-мажоров. После этой войны нас даже союзники выгнали из альянса, но потом обратно позвали, потому что воевать против Советского Союза еще надо. Как вы поняли, все эти герои, победоносцы, всадники наши, после войны на Западе присоединятся к своим боевым товарищам на Востоке. Начнется великий распил Советского Союза. Боюсь, что от армии Советского Союза ничего не останется, в принципе, как и от его городов. Посмотрите на эти зеленые кружочки. Армия Советского Союза была очень и очень сильно ослаблена. Дивизии неукомплектованные, не оснащенные, обучения не хватает, компетентных генералов не хватает, да еще и Сталин там психует, репрессирует всех подряд из-за неудач Польши. Предлагаю вам насладиться замечательным таймлапсом, как мы с вами захватываем Советский Союз, последнего нашего гегемона врага. Если не желаете смотреть, то можете просто перелистать на вот этот тайм-кодик, и вы перейдете к финалу этого замечательного видеоролика.
Всемирной конференции, посвященной уничтожению Советского Союза, мы получили с вами также огромное количество западных, северных и южных территорий Советского Союза под свой контроль. Появилось также новое российское государство, которое стало всецело нашей марионеткой. Оно расположилось на востоке некогда великого Советского Союза. По итогу нашей партии, ребят, мы получили контроль над Германией, над Советским Союзом и над Италией. Я уже не говорю про всякие мелкие страны. В нашу конную империю никто не верил, но она стала самым сильным государством во всем мире. Такие вот дела. Король-казак показал, кто тут настоящий батя, и выполнил свою самую главную мечту – объединить Россию, Польшу и Германию. На связи был ваш покорный слуга Искал. Надеюсь, тебе понравился данный видеоролик. Над ним была проделана нешуточная работа, поэтому я и просил тебя досмотреть его до конца. Если ты досмотрел его до конца, то давай вернем старую традицию, ты элитка. Большое тебе спасибо за поддержку канала, за лайки, подписки и колокольчики. Не забывай залетать на Бусти, там подписка стоит 50 рублей и получишь некоторые бонусы, например, дополнительные материалы из этого ролика, которые я выложу в ближайшем времени. Король-казак и Искал прощается. Всем удачи и пока-пока.